Добрый день, меня зовут Санин Сергей, я автор решения Document Flow Navigator и с радостью покажу вам его возможности для настройки. Это решение создано для совместной работы с документом. Оно позволяет с одним документом один документ вести через несколько различных отделов. Давайте посмотрим на примере. У нас есть крупная компания. В этой крупной компании есть, собственно, крупный заказ продажи. Возьмем самый простой пример. Клиент покупает по ценам прайса, клиент вносит 100% предоплату, товар есть на складе. То есть у нас все хорошо, все замечательно, в офисе заказ оформляется, отправляется на складе он подбирается, загружается в машину, и в момент учета заказа у нас вдруг возникают проблемы. Какие проблемы могут быть? Какое-то измерение не указано, срок договора истек, какого-то вложения не существует. Чтобы этих проблем не возникало, как раз нужно решение Document Flow NAV, которое определяет зоны ответственности сотрудника в вашей компании. То есть оно определяет, как должен быть заполнен документ, кем и когда. Обратите внимание, вот это значок решения и вот это сайт решения docflownav.com. Очень рекомендую посетить сайт, потому что кроме статей на этом сайте, там представлено еще множество видеороликов, как настраиваются разные правила этого решения и как они, собственно, работают. Следующий слайд. Что сказать о решении? Для решения DocFlow NAV любой документ в системе представлен как своего рода бизнес-процесс. У каждого процесса есть стадия, с которой он начинается, допустим, стадия New, и стадия, куда он в итоге должен дойти. Например, это стадия ОК. Если мы говорим про документы, то стадия ОК – это та стадия, на которой документ может быть учтен. Когда мы говорим про карточки, карточка клиента, поставщика, договора, стадия ОК – это та стадия, на которой карточка может быть использована в документе. Между этими стадиями мы видим, что возможны различные стадии и различные переходы. Что значит вот эти вот различные переходы, условные переходы? Маршрут бизнес-процесса в зависимости от содержания документа может быть различен. Сейчас мы это все посмотрим на примере. Прежде всего, с чем работает решение Document Flow NAV? На закладочке «Интеграция» я буду показывать на примере самого популярного документа в Navision, он же Business Central, Sales Order, заказ продажи. Кто знаком с Navision, тот помнит, что заказ продажи живет на табличке номер 36 и в качестве строк имеет таблицу номер 37. Зачем я это показываю? Чтобы дать вам понять, что решение DocFlow NAV может работать с любыми документами, любыми сущностями вашего Navision. Документы – это заказы, кредит-ноты, общие заказы, квоты. Это документы склада, акты оприходования, акты списания, перемещения, производственные заказы. Это приказы из модуля управления персоналом, приказ на прием, на перевод, на увольнение сотрудника. Кроме документов, решение может работать со справочниками. Карточка клиента, карточка поставщика, карточка договора, что очень часто тоже используется для согласования. Кроме справочников, решение может работать с журналами. Например, журнал платежей, журнал инвентаризации. И самое интересное, что это решение может работать с теми документами или сущностями, которых в стандартном Navision просто нет. Допустим, вы самостоятельно в рамках развития своей системы создали такие документы, как заявка на оплату, заявка в IT. Мы просто подключаем вами же созданные документы к этому решению, и решение с ними работает в полном объеме. Другими словами, решение Document Flow NAV есть просто конструктор бизнес-процесса в вашей компании. Из чего он состоит? Основные настройки. Прежде всего, у каждого бизнес-процесса есть стадии. Начальная стадия, на которой появляется документ, стадия стопроцентной завершенности, на которой он может быть учтен, и какие-то там
промежуточные либо там проблемные стадии. Почему здесь в примере они названы стадия 1, стадия 2, стадия 3? Лишний раз, чтобы подчеркнуть, что мы не навязываем вам конкретные готовые работающие бизнес-процессы, а мы показываем вам, даем вам конструктор, в котором вы самостоятельно сможете настроить бизнес-процессы для себя. Что у нас есть у стадий? У каждой стадии мы можем настроить ответственных. Документ приходит от кого? Либо определенного сотрудника компании, либо определенные роли. Например, документ должны одобрить юристы либо бухгалтера. Либо тот сотрудник, который указан непосредственно в документе, как, например, в заказе продажи в поле 43 указан код менеджера. Кроме ответственных, у каждой стадии можно определить сроки. В данной настройке показаны различные необходимо указать календарь, по которому дни считаются рабочие. Либо за 2 дня до наступления даты отгрузки. То есть он может считать в обратную сторону. Либо мы используем одновременно комбинацию из даты и времени. То есть завтра до 16 часов он должен быть согласован. Когда мы работаем B2C, особенно это интернет-магазины или же у нас производство, то часто мы должны оперировать не днями, а минутами, потому что там требуется очень большая оперативность. Поэтому мы некоторые стадии документа можем указать с точностью до минут, за сколько времени этот документ должен быть согласован, пройти эту стадию. Далее. Мы можем для одной стадии сделать несколько сроков. Зачем это надо? Мы можем сделать плановый срок исполнения документа, первую просрочку, вторую, третью, четвертую и так далее. При наступлении планового срока оповещение получает текущий исполнитель, при наступлении просрочки текущий исполнитель и его руководитель, при второй просрочке руководитель, его руководитель, служба контроля качества, если есть у вас такая в компании. То есть тем самым все с большей просрочкой мы можем оповещениями управлять и принимать организационные воздействия на сотрудника. Кроме стадий, в каждом бизнес-процессе участвуют определенные роли. Ну, в данном случае здесь все настроено для администратора, для меня, ну и такая тестовая роль. У каждого сотрудника в компании должна быть определенная роль. Либо он юрист, либо он бухгалтер, либо он там руководитель отдела продаж или кладовщик. То есть вот эти вот роли, соответственно, указываются здесь, кто может работать с этим бизнес-процессом. И теперь, внимание, самая главная настройка бизнес-процесса – это настройка маршрутов. Матрица стадии роли. Она нам показывает, что роль, например, администратор, со стадии 1 может перевести документ на стадию 2, на стадию параллельного согласования и на стадию проблемы. Причем, обратите внимание, справа есть количество условий. На стадию параллельного согласования документ можно перевести только если код склада пустой. На стадию 2 можно перевести, если код склада заполнен. Здесь код склада выбран в качестве просто тестового примера, демонстрационного, что мы потом, я думаю, у нас останется время, мы пройдем маленький процесс непосредственно в системе и посмотрим это ветвление. Зачем нужно ветвление маршрута согласования прохождения документа? Возьмем юристов. Юристы должны согласовывать нетиповые договоры. Типовой договор юрист согласовывать не должен. В типовом договоре меняются просто реквизиты. Юрист там делать нечего. Посмотрим на руководителя отдела продаж. Руководитель отдела продаж должен акцептовать только некоторые документы. Документы на большую сумму, документы с большой скидкой, с очень продолжительной отсрочкой платежа. Если же документ как бы стандартный, то незачем совершенно на его акцептование отвлекать руководителя отдела продаж. Другими словами, ключевые люди в вашей организации не тратят время попусту, занимаются только теми документами, которыми должны заниматься.
а какими они должны заниматься, это настраиваете вы, как хозяин бизнес-процесса. Давайте пройдем по основным настройкам решения. По всем мы не сможем пройти, у нас не хватит времени, поэтому пройдем по самым интересным. Прежде всего, делегирование. Допустим, у нас руководитель уходит в отпуск на какое-то время и оставляет вместо себя своего заместителя. Соответственно, мы указываем, в какое время его не будет, собственно, логин руководителя, логин заместителя. И на все это время, на время отпуска, все оповещения, которые отправляются автоматически руководителю, будут автоматом переопределены на заместителя. И более того, именно на это время заместитель получает все права по согласованию документа, права руководителя. Как только время истечет, все вернется на круги своя. Все оповещения будут приходить руководителю, заместитель останется со своими правами. То есть эту настройку там отключать не надо будет совершенно. Следующая настройка – шаблоны создания. Эта настройка чаще используется в справочниках, например, при создании договора, создать договор одного типа, второго, третьего. Вот. Но иногда может быть использовано и в документах. Например, шаблон доставка DHL. Мы в этом шаблоне указываем определенные поля и чем они должны быть заполнены. Точно так же можно указать в шаблоне коды измерения и их значения. Потом в любой момент при работе с документом мы можем применить тот или иной шаблон, и документ у нас получит, собственно, наши значения. Следующая настройка – вложения, attachments. Вложения в системе могут быть двух принципиально разных видов. Это blob, binary large object, то есть мы документ импортируем в систему. Это гиперссылка. То есть документ у нас лежит на файл-сервере, а мы в системе храним только гиперссылку на него. Нет ответа, что лучше, что хуже. С одной стороны, когда у нас документ находится в системе, мы являемся хозяевами ситуации, мы запросто настраиваем доступ к этому документу, мы протоколируем, кто его когда открывал, кто когда его туда приложил, можем запретить доступ, это нам сделать очень просто, собственно, нашими системными средствами. Но в этом случае каждое вложение увеличивает размер нашей базы данных. И после определенного периода база данных немножко теряет свою производительность, гораздо сложнее идут ежедневные бэкапы и прочие вещи. Когда мы используем гиперссылку, таких проблем нет. База данных остается маленькой, хорошенькой, но все документы живут на файл-сервере. И поэтому всю вот эту вот головную боль, как нам предоставить доступ к одним документам, запретить к другим документам, позволять создавать документы, но не позволять удалять, не управлять возможностью просмотра документа. Всю вот эту головную боль мы просто перекладываем на администратора нашего файл-сервера. Поэтому, как, собственно, специалист в этом вопросе, из предложенных двух вариантов я вам предлагаю выбрать третий. То есть, безусловно, мы импортируем документ в базу данных, потому что это лучше. Но мы не должны импортировать документ в рабочую базу данных. Мы можем создать отдельную базу данных, табличку attachments кинуть туда и сказать нашему бизнес-централу, чтобы он работал с этой табличкой как со своей. То есть, с одной стороны, мы все документы у нас в базе данных, и мы полностью являемся хозяевами положения. С другой стороны, у нас рабочая база данных не увеличивается в размере, а остается маленькой и шустрой, а база данных уже с аттачментами, ее можно и бэкапировать пореже. Продолжим. Контроль полей, контроль измерений. Этих настроек мы коснемся чуть позже. На их примере покажем еще интересные свойства настроек. Блокировка. Очень часто для каких-то определенных ролей или на определенных этапах подготовки документа необходимо заблокировать документ.
Заблокировать документ, заголовок от изменений, заблокировать весь заголовок, кроме определенных полей, или заблокировать определенные поля документа от изменений. То же самое со строками документа. Вставка строки, изменение всей строки, кроме некоторых полей, или изменение некоторых полей документа. Мы можем заблокировать учет документа, мы можем заблокировать удаление, удаление заголовка, удаление строки. И важно, что здесь мы настраиваем, на каких стадиях мы должны это заблокировать, или для каких ролей, или для пересечения определенной стадии и определенной роли. То есть вот эта настройка, в первой настройке, в первом окне мы указываем, что мы блокируем, а во втором окне мы указываем, когда эта блокировка должна применяться. Следующая настройка – протокол изменения документа, changelog. Да, безусловно, и в Navision, и в Business Central есть свой changelog, он ведется, работает прекрасно. Но обычно, как правило, это инструмент для администратора системы. Когда возникают какие-то проблемы, мы просим администратора, кто когда изменил настройку, он лезет в changelog, достает оттуда информацию и сообщает, что было, кто виноват. В данном же случае решение DocFlow NAV позволяет настроить некоторые поля, протоколирование изменений некоторых полей, ключевых полей в документе, чтобы это было доступно каждому пользователю. Мы, когда сделаем тестовый пример, мы на этом остановимся тоже подробно. Следующая настройка, большая настройка, это оповещение. Оповещение возможно автоматическое при следующих событиях. Это перевод документа по стадиям, он же jump. Это изменение документа. Это наступление сроков. Оповещение может быть отправлено как по e-mail, так и по встроенному нотификатору. В качестве получателя документа может выступать конкретный сотрудник, все сотрудники определенной роли, автор документа, кто его создал, все предыдущие исполнители, e-mail произвольный, поле из документа, если, допустим, у нас есть e-mail нашего контакта в документе, то мы можем отправить нашему контакту. То есть здесь настроек очень много, мы о них не сможем физически сегодня поговорить. Тема сообщения. В этом поле мы пишем, собственно говоря, тему нашего сообщения. И что важно, это поле поддерживает, в этом поле мы можем включить любую информацию из нашего документа. Делает следующим образом. Нажимаем 3 точечки, говорим, что мы хотим информацию из документа. Ну и, допустим, City. И вот в тексте нашего, в теме нашего сообщения мы добавили, соответственно, City. Мы можем все это переставить в любое место. Далее, дополнительные настройки самого оповещения. Здесь настраивается текст нашего оповещения и есть дополнительные галочки. Что необходимо сказать про текст? Он поддерживает все известные HTML теги. То есть это перевод строки, жирники, курсив и все прочее. Дальше, если мы поставим галочку «Доступна информация о переходах», то в тексте оповещения, в тексте нашего сообщения появится несколько гиперссылок с возможностью перевода документа без входа в Navision. То есть сотрудник получает оповещение, там будет гиперссылка перевести на стадию 3, на стадию 4 или на стадию 8. Он нажимает эту гиперссылку, появляется служебное письмо определенного формата, которое отправляется на служебный ящик, который за этого сотрудника делает перевод этого документа, если это возможно. Если мы укажем вложение, допустим, agreement, то если, допустим, у нас приложен
договор к нашему заказу, то в этом оповещении договор также будет приложен в качестве attachment. Галочка Save and Log, сохранять в истории, позволяет нам в самой истории развития документа видеть, когда какое оповещение было отправлено. Давайте подробнее остановимся на настройке контроль полей. Во-первых, хочется сказать, что каждая настройка имеет галочку Enable или активно. То есть в любой момент времени, непосредственно в рабочей базе, мы можем отключить какую-то настройку или активизировать ее заново. В данной настройке указано, что в табличке номер 36, поле 100, которое называется внешний документ «но», если у него нет значения, то есть фильтр пусто, то это приведет к ошибке. Сейчас сделаем пошире. И тут мы пишем текст ошибки. Что интересно, это может привести как к ошибке, так и к подтверждению. Допустим, рядовым пользователям мы сделали ошибку, администраторам мы сделали confirm. Как это будет выглядеть? При попытке согласования документа у пользователя возникнет следующее окошко. Вы должны указать внешний документ «но». А у администратора возникнет следующее окошко. Вы должны указать внешний документ «но». Продолжить? То есть одна и та же проверка для различных сотрудников или на различных стадиях, это уже как вам угодно, может выступать как ошибка и как просто напоминание, предупреждение. Далее. Сам текст сообщения об ошибке может быть мультиязычный. Это ML – это multi-language. Если ваши сотрудники используют несколько языков в своем Navision, то они могут получать сообщения об ошибке на своем языке. Достаточно им переключиться на другой язык, сообщения об ошибке тоже переключаться. То есть это мы настроили контроль, что мы контролируем, если пустой внешний документ «но», мы вызываем ошибку. Теперь важно, когда этот контроль будет у нас срабатывать. В данном случае он будет срабатывать, когда мы со стадии New переводим документ на любую стадию, соответственно, для любой роли. Мы можем настроить, что этот контроль срабатывал только для роли администратора. В данном случае я являюсь администратором, и контроль у меня сработает и в том, и в другом случае. Это мы посмотрим. Также мы можем контролировать, что мы можем настроить, что этот контроль сработает при установке любой галочки, при изменении документа. Давайте теперь попробуем от настроек прийти к демонстрации, как это работает в живой системе. Создаем новый заказ продажи. Указываем клиента. Отлично. И как только документ у нас создан, текущая стадия становится new, то есть бизнес-процесс перешел на самую первую стадию. Посмотрим, как работают шаблоны. На закладочке «Доставка». Dogflow NAV раздел. Мы применим шаблон. Доставка DHL. Применили. Поля код агента по доставке и агент по доставке, тип доставки, код агента по доставке автоматически заполнены. Обрати внимание, что код склада сейчас пустой. Как происходит согласование документа? Dogflow NAV заключается в том для пользователя, что в привычном ему документе появляется всего лишь одно поле, которое называется текущая стадия, current stage, и с одной кнопочкой с тремя точками, Assisted. Нажимаем на эту кнопочку, перевести документ на стадию 1, перевести. Получаем ошибку, нам необходимо указать внешний документ «но». Окей, укажем.
Пытаемся заново перевести документ. Перевести документ на стадию 1. Да, перевести. Вы должны приложить договор. Окей. Docflow NAV. Выбираем, что это тип вложения. Договор. Почему у вложений есть типы? То есть это выгодно отличает от скрепки в Navision и прочих управлений вложениями. Потому что нам необходимо при оформлении документа проверить не просто, что к документу что-то приложено, а что приложено вложение определенного типа. Тот же самый договор. Он может быть драфтом договора в каком-то Word, он может быть отскан копии договора уже с какими-то печатями, подписями. Могут быть объяснительные записки, дополнительные соглашения, то есть все что угодно. И поэтому при согласовании документа очень важно проверить, какое вложение, какого конкретного типа у нас приложено. Выбираем вложение. Единственное, что мы не умеем делать, конечно, мы можем сказать, что прикладываем договор и приложить фотку котенка. То есть мы не можем проверить, к сожалению, контент. В данном случае вот, у нас приложена презентация вместо договора. Теперь теоретически нам должен позволить перевести на стадию 1. Да, окей, удалось. При попытке перевести документ дальше, что мы видим? Система предлагает перевести на параллельную стадию. Не на стадию 2, а на стадию параллельного согласования. Это еще одна тема. У нас не хватает времени сегодня ее раскрыть. Параллельное согласование – это звено в последовательном согласовании, когда, чтобы документ утвердить, должны в нем поучаствовать несколько человек, причем в любой последовательности. То есть документ должны утвердить и бухгалтеры, и юристы. И кто из них первый, кто второй, непонятно. То есть и только когда документ утвержден всеми сотрудниками, он может двинуться дальше. Но параллельные сейчас сценарии мы рассматривать не будем. Это тема отдельной лекции. Нам на параллельное согласование переводить документ совсем не надо. А почему у нас хочет на параллельное согласование? Потому что на параллельное согласование он переводит, если код склада пустой. А на стадию 2 код склада должен быть заполнен. Возвращаемся, заполняем код склада. Теперь система предлагает нам перевести документ на стадию 2. Далее, допустим, мы на стадии 2 решим учесть этот документ. Попробуем его учесть и получаем ошибку следующего вида, что текущая стадия должна быть ОК. То есть система проверяет, что наш бизнес-процесс не дошел до той стадии, до которой должен был, и ни на каких промежуточных стадиях учесть документ он не позволит. Теперь для тестового примера вместо учета мы скинем этот документ на стадию проблемы. Что важно, перевести документ на стадию проблемы без указания комментария невозможно. Указываем комментарий, нажимаем ОК. Документ у нас на стадии проблемы. Собственно, мы сделали вот этот тестовый пример. Зачем мы делали его таким? Давайте посмотрим, что еще есть в решении Document Flow Navigator. В нем еще есть история. В данном случае любой пользователь, имеющий доступ к документу, видит всю историю согласования этого документа. С new на stage, со stage на stage 2, stage 2 на проблем с комментарием. Что еще? Сейчас мы видим перевод документа.
Мы можем также посмотреть изменения документа, какие поля там были изменены, все оповещения, которые были отправлены, печатные формы, которые были созданы из этого документа. Это относится к параллельному согласованию signatures. Это подписи, когда они были запрошены, когда они были поставлены, и attachments. Либо мы можем просто взять и посмотреть всю историю этого документа. Мы видим, что документ был создан, на стадию New попал. На этой стадии поле External Document No было определено с пустого значения вот на это. А вложение было приложено и было открыто кем и когда. Далее документ переведен на стадию 1. И этот перевод инициировал оповещение сотруднику Annette Hill. Далее код склада был изменен, определен, и документ переведен на стадию 2, со стадию 2 на проблема, опять же с оповещением. Другими словами, каждый сотрудник, имеющий доступ к этому заказу продажи, может через историю Document Flow NAV получить полную информацию о всем развитии этого документа. Кто, когда, что менял, с какими оповещениями, что распечатал, что прикладывал. Собственно, у меня, наверное, по демонстрации все. Спасибо большое. И что хотелось бы сказать напоследок. Решение Document Flow Navigator очень нравится руководителям предприятий, потому что всегда видно, на какой стадии находится тот или иной бизнес-процесс. Это список заказов, список документов, список отчетов, список договоров. Далее. Решение Document Flow NAV очень любят администраторы системы. Любят по одной простой причине, что есть галочка активности. Допустим, консультанты что-то настроили, решили, что это правильно, и вдруг бизнес стал спотыкаться. У нас нет необходимости откатываться до предыдущей версии, изменять объекты, куда-то что-то делать. Достаточно найти нашу проблемную настройку и снять с нее галочку активность. И бизнес продолжит работать так, как он работал. Самое интересное, что Document Flow NAV нравится пользователям. С одной стороны, кажется, что мы этим пользователям строим узкие коридоры, где там ни вправо, ни влево не шагнуть. А с другой стороны, скорее всего, пользователям именно этого и надо, потому что они разгружают свою голову. Им не надо помнить больше, что нужно заполнить документ. Если они этот документ создали, если они смогли перевести его на следующую стадию, это значит, не они что-то забыли заполнить, а администратор забыл что-то проконтролировать. И пользователи гораздо спокойнее, гораздо увереннее начинают работать в чем? В Navision или он же Business Central. Вот. И вот это вот решение Document Flow NAV на моей практике это единственное решение, которое пушится, продвигается непосредственно снизу. Как это происходит? Сделали документы продажи, сделали им вот эти стадии. Прошло пару недель, приходит отдел закупок, говорит, а почему у продаж есть уже вот эти вот проверочки, оповещения, а у нас нет до сих пор? А нам можно? Окей, сделали закупкам, через 3 недели пришли финансисты. А почему вся компания работает так, а мы тоже хотим? После финансистов юристы и, собственно, далее везде. На самом деле это решение, оно раскрашивает новыми красками. Просто ваш Navision или Business Central. Все, спасибо. Если у вас еще будут вопросы, вы можете задать их по указанным контактам на экране. Спасибо. Так, у нас первый вопрос. Так, будет ли доступна запись? Да, запись будет доступна, вы ее сможете скачать после окончания трансляции. Так, следующий вопрос к Сергею. Можно ли данное решение DocFlow NAV применить для NAV 18? Решение Document Flow NAV работает с версиями Navision от 3.70 и выше. То есть это классика, как обычно сейчас 2009. Это Rolley Taylor клиент, там с 13 по 18. И, соответственно, то, что я показываю, это веб-клиент.
То есть для всех версий решение есть, работает и развивается. Безусловно, есть русская версия решения Document Flow NAV, и более того, это решение сейчас, в настоящий момент, переведено на 6 языков. То есть это русский, английский, испанский, французский, немецкий и даже датский. Если у вас еще будут вопросы, вы можете задать их по указанным контактам на экране. Спасибо.